Здравствуйте! Знаете, когда-то очень давно, почти что в детстве, я рассчитывала встретить старость где-то вот примерно в этом месте, примерно в таком вот маленьком домике в цокольном этаже. Да-да, я с самого детства мечтала состариться, как бы это ни звучало сейчас. Однако время идет, а я здесь все еще не живу. То ли старость моя задерживается, то ли приоритеты так основательно поменялись. Тянет муза дальних странствий, манит. Хочется путешествовать, переезжать и менять географические точки пребывания как можно чаще, как можно радикальнее. И мое гадание сегодня для вас: если с вами происходит то же самое, если вы тоже планируете, хотите, мечтаете переехать, гадание о том, пора ли вам собираться в дорогу. Мое гадание полностью про дороги, дальние и близкие, спонтанные или давно продуманные. Спросим карты, какие приобретения, какие радости ждут вас вдали от дома, что вы дома оставляете, чего стоит, может быть, опасаться. Ну и вообще, время ли вам ехать, хороша ли эта затея сама по себе. Сегодня я вас попрошу выбрать не карту, но колоду для себя. И немного подсказок. Вот если вы верны традициям, если вы всегда поступаете по-своему, если вы, например, Козерог, то выбирайте классическое Таро Уайта. Вот такие вот карты. Если вы мистик и фаталист, доверяете судьбе больше, чем людям. Если вы, например, рыбы или весы, вам идеально подойдут карты Таро Кроули. Кстати, знаменитый создатель этой колоды тоже был рожден под знаком весов. А вот абсолютным романтикам, которые выбирают комфортные, постепенные перемены, без лишнего риска, ракам, например, я предлагаю красивые карты с, однако, спорными, иногда двусмысленными иллюстрациями. Это Таро импрессионистов. Пожалуйста, ваш выбор. Если вы выбрали для себя карты Таро Уайта, это классическая колода. Поздравляю, отличный выбор, очень подходит земным людям, огненным также, потому что с этими картами всегда все понятно. Все очень однозначно, и можно решить, да или нет, собираться или нет. Итак, ваша затея о поездке, о дороге, скорой или не очень. В целом, конечно, любые карточные гадания от сроков зависят и сроком ограничены. Поэтому на слишком надолго, на какой-то вот отдаленный такой вот участок вашей судьбы загадывать, конечно, не стоит. Потому что судьба очень и очень вариативна. И вот есть часть, такие неизменяемые какие-то условия, события, факторы, и они, как правило, сконцентрируются в пределах ближайшего года или максимум 2 лет. Все остальное это очень-очень спорно. Однако, конечно, эта тема предмет большого исследования. Но все-таки, итак, ваша затея о ближайшей дороге, о дороге, которая укладывается вот в какие-то понятные сроки. Вообще сама по себе идея очень и очень хороша. Очень и очень. Во-первых, не случайно, потому что старший аркан карта серьезная энергетика. А во-вторых, карта эта очень ресурсная. Она говорит и про любовь, которую в потенциале, которая либо вами движет, то есть сподвигла вас на переезд или на поездку, либо любовь, которую вы можете найти или которую жаждете найти вот на новом месте, если едете куда-то, в более, не знаю, в какое-то более оживленное место, так скажем, ограничимся этим. Карта силы всегда предсказывает хорошие заработки, деньги, она предсказывает профессиональный или карьерный рост, какой-то вот просто социальный карьерный престиж. То есть вот найти себя уже хорошо. Что предшествовало решению о поездке? Другие люди, кто-то вас уговорил, подбил, друзья, родственники, может быть, любимый человек тоже в наборе с друзьями и родственниками. То есть я бы сказала, что ваше решение о дороге какое-то не индивидуальное. Вот нет такого, чтобы вы собрались ехать, а все остальные прям вот на вас висели и говорили: нет, не поезжай, нет, оставайся.
Нет, это совершенно коллективно. Есть у вас группа поддержки. Вот посмотрите, прям группа поддержки, которые, может быть, едут, кстати, с вами, а может быть, просто радостно провожают вас в дорогу, а может быть, кстати, и встречают, наоборот, знаете, переманили к себе какие-нибудь столичные родственники. Что вы оставите, уезжая? Вот как хорошо-то оказывается. Что вы оставите? Что у вас останется под ногами, когда вы поедете, неважно, надолго или нет? Разбитое сердце, планы, слезы, все несостоявшееся, может быть, даже, кстати, о безответной любви. Не обязательно, кстати, вот эта тройка говорит именно про любовь. Иногда люди, кстати, земные, рациональные, вот такие, как вы, могут точно так же оплакивать, печалиться о несостоявшихся профессиональных планах, например. Вот эта карта очень тоже подходит тем, у кого творческие задумки не реализовались и долго, кого мучит жажда творчества, кого мучит жажда каких-то общественных или профессиональных свершений. Все это под ногами. Забудьте ваши печали. Это уже почти закончилось. Или закончится ровно тогда, когда вы окажетесь в аэропорту, трапа самолета, или, может быть, на вокзале. Вокзал, кстати, это еще романтичнее. А уж если это порт морской. Начало дороги. Самые первые возможности. Тоже, видите, я порекомендовала эту колоду земным людям, и карты все какие-то очень такие понятные земные достаются вам. Первое, что вас прямо вот встретит с распростертыми объятиями, это заработки, финансовый комфорт, выгодные сделки, выгодные договоренности. И вообще, это дорога, в которой не стоит сомневаться, потому что почувствуете прилив вот какой-то простой, понятной земной энергии. Ну, обычно это деньги. И это либо новая работа, которая вас ждет на новом месте очень скоро, либо новый бизнес, либо чья-то денежная такая очень жирная, уверенная поддержка. Практически пока все настолько хорошо, насколько я и думать не могла. Ну, посмотрим дальше. Раскладывать карты я продолжаю. Окончательного какого-то финального итога мы здесь спрашивать не будем. Во-первых, это гадание общее, а во-вторых, мы его ограничили коротеньким сроком. Какой же итог может быть? И все-таки, новая любовь, свежие романтические чувства. Ну, в основном романтические, конечно, потому что Паш Кубков – это действительно посланник истины, новой любви. Но здесь тоже идут и творческие планы, тоже абсолютно новые веяния. Поэтому, если вы от романтики далеки, если вам любовь, в общем-то, как бы и не нужна как бы сейчас особо, можете ориентироваться на приобретение духовного, вот какого-то другого, общечеловеческого такого уровня, плана. Везение, сплошное везение вас подстерегает в дороге. Много желающих вам помогать. И денежно, и советом, эмоциями. Все будет развиваться скорее, чем вы думаете, быстрее, чем вы думаете. Ну, промежуточный итог вашей затеи просто поражает, потому что вот рост, уверенный рост благосостояния. Из пешки в дамки, по-моему, так это говорят. То есть езжайте, не сомневайтесь, чем быстрее, тем лучше. Максимум, что можете, что надо сделать, может быть, вот чуть-чуть, это с кем-то договориться, кого-то послушаться, но дальше управляете своей судьбой исключительно вы. Ну и звезды, конечно, которые вам в изобилии помогают. Это достаток. Вот романтическая тема во всей этой дороге присутствует, однако главное все-таки не это. Это рост собственного «я», если хотите, разрастание собственного эго до невероятных пределов. Это, знаете, похоже на историю девушки, которая захотела стать артисткой или бизнес-леди, приехала в Москву или в Нью-Йорк, неважно куда, заключила удачный какой-то контракт и понеслось. Доходы, везение, результат, чудесные
крепкие, уверенные, материальные, моральные, какие угодно позиции. Спасибо. Для второй категории граждан, которые выбрали колоду Таро Кроули, следующее предсказание карт. Карты действительно мистические. В личных раскладах, в личных персональных гаданиях я в основном оперирую именно этой колодой. Ну, это просто многолетняя привычка. Не именно этой, но такой же. Итак, ваша поездка, насколько она своевременная, насколько правильна эта идея совсем, на что можно рассчитывать, чего стоит избегать, ну и как скоро это вообще случится, насколько факторы судьбы в этом отношении неизменяемые для вас, а может быть это ваш выбор, который вы делаете именно теперь или сделаете в ближайшем будущем. Итак, ограничим гадание сроком, безусловно, потому что какая-то вот неотвратимая часть судьбы – это всегда часть и всегда только в пределах какого-то времени. Год или два – это максимум, на который я бы хотела сегодня спросить карты для вас. Вот видите, как угадала заранее. Выбор. Самая карта влюбленная – это самая главная карта про выбор вообще в колоде Таро. И смысл ее многогранный, глубокий, странный местами, потому что жизненно важный выбор. Вот если вы думаете, не напрасно же вы стали этот прогноз смотреть. Это значит, что тема дороги, переездов, вообще каких-то географических перемещений вам очень-очень близка. Посмотрите, на пороге, на развилке судьбы вы стоите. Направо пойдешь – это найдешь. Налево пойдешь – то потеряешь. От того, какое решение примете вы сейчас, вот в связи с дорогой, зависит течение вашей жизни и, возможно, жизни ваших близких на достаточно долгий какой-то промежуток времени. Поэтому будьте внимательны. Может быть, мы с картами и поможем что-то выбрать и о чем-то с собой договориться, но все-таки это выбор исключительно ваш. Вот эта карта, редко об этом говорят, но все-таки это карта большой-большой ответственности. Да, она говорит о партнерствах часто. Но не будем забегать вперед, посмотрим, есть ли они здесь, эти партнерства. Что уже сделано или что вас подвигает в дорогу, почему вы собираетесь. Затея в целом важная. То есть, кстати, обойти, избежать этого выбора не получится. Это вас судьба поставила в такие рамки, в такие условия, когда, так случилось, что у вас либо ехать, либо не ехать, в такой вот выбор перед вами стоит. Но вот сами мотивы ваши, какие-то очень воинственные, какие-то местами очень эмоциональные. То есть либо ссора с собой или с другим человеком, либо непонимание, либо действительно какие-то, может быть, даже открытые конфликты, противостояния, опять же, с Вселенной, с людьми, с собой, заставили вас думать об этой дороге и об этом переезде. Меня тревожит то, что вот эта карта эмоциональной незрелости, поэтому подумайте, она может выдавать поспешные решения какие-то. Может быть, вы сделали поспешный вывод, что вам пора сорваться с текущего места, потому что есть эмоции, есть ваше непостоянство в первую очередь, ваше желание убежать и от себя в том числе. Что вы потеряете, что уйдет от вас в связи с этой дорогой? Вот что окажется под ногами и забытым? С какими-то ценностями явно придется распрощаться. Привязанности долгие, эмоциональные, родственные, не знаю, дружеские, какие угодно. То есть человеческие энергии высокого, такого тонкого плана присутствуют здесь. Смена круга общения всегда происходит, когда вы переезжаете, но здесь все-таки нечто большее. Здесь, знаете, вот такой вот серьезный кусок от сердца приходится отрывать. Вообще пока карта выдает драматическую историю. И я не уверена, что она может скоро разрешиться, потому что на карту поставлено многовато для обычной поездки. Тем не менее, может быть, карты убедят вас в том, что вы найдете больше, чем потеряете.
Потеряете, кстати, покой в том числе. Вот эта карта жрицы, она описывает вашу душу, ваш первый 12-й дом. Вот это взаимосвязь, взаимодействие вашего сознания и подсознания, эго, альтер-эго, то есть вот комфортные взаимоотношения с собой тоже, распрощайтесь с ними на какое-то время. Однако на первых порах в дороге, в этой поездке вас ждет безусловный успех. Успех любого уровня, знаете, такой вот прорыв карьерный, например, может быть, вы найдете работу, должность, бизнес. Энергичный старт вас ждет. Путь не закрытый, путь, кстати, открытый. Я бы сказала, что неловко, как-то вот не гладко, но похоже, что звезды вас подталкивают к этой дороге. Будут поводы попечалиться, тем не менее, посожалеть, впрочем, не крупный. Может быть, вы будете переживать или сожалеть о том, о чем давно пора забыть. То есть вот эта тройка, она рассказывает про печали, которые вы просто поселили в своем сердце и холите их, и лелеете. Вам просто без них скучно жить, а на самом деле это абсолютно космический мусор, который вашей судьбе уже давно-давно не нужен. Вот так выглядят, например, печали о несостоявшейся любви, когда уже, знаете, и портрет избранника стерся из памяти, и по факту ситуация забылась, а точечное страдание, что отвергли, что не получилось, остается в сердце человека. Впрочем, здесь карт про любовь на самом деле мало, поэтому это могут быть печали и не романтические, а какие-то профессиональные или творческие. А развитие истории получает, и получает его очень даже хорошее. Все карты про работу, кстати, про работу. Поэтому вот это гадание очень подходит тем, кто в поездке, даже в короткой и в недальней, хочет поработать. Кто жаждет найти место приложения вот своих творческих, например, каких-то ресурсов. Посмотрите, работа, терпеливо возделывать да что угодно, не ожидая скорых результатов. Да, часть хлопот и переживаний здесь будут пустыми, но в принципе это несравнимо мало по сравнению с теми бонусами, которые вас ждут. И вот, кстати, о бонусах. Где-то уже в обозримом будущем в этой поездке ждет вас новая свежая любовь, новое свежее романтическое чувство. Поэтому в любом случае ехать надо, ехать придется, насколько скоро это получится. Вообще-то карты вас не торопят. Они, наоборот, говорят, что вам есть о чем подумать. И в то же время карты рекомендуют дождаться какого-то понятного шанса, повода, возможности, когда вы почувствуете, ага, вот это оно, и тогда сомнения оставят вас. Спасибо. И я взяла третью колоду. Это карты, которые любят путать эмоции. Тем не менее, дорога, в которую вы собрались, дальняя или не очень, спросим карты сегодня, насколько это хорошая идея, насколько легко это получится, есть ли ваша дорога, непосредственно ваш путь, как состоявшееся событие для вас где-то на нитке времени, или, может быть, это ваш выбор, который вы должны делать здесь и теперь, и можно еще отказаться от этого рискованного плана, но посмотрим, кто или что готовы вам помогать в этой затее, ну и каких неожиданностей стоит избегать. Итак, самое главное, ваша затея ехать, это... Похоже, что выбор свой вы не сделали еще. Вы явно сомневаетесь. Двойка жезлов. Главная карта сомнений в младших арканах, в колоде Таро. Она, с одной стороны, говорит о том, что вы слушаете только себя. То есть вы в этой теме, как бы доминируете. Вот эта карта может часто выпадать людям, которые собираются в индивидуальное плавание, поездку в одиночестве. Если вы собрались ехать, переезжать на работу или на учебу, в одиночестве.
И это решение вам приходится на свой страх и риск принимать исключительно самостоятельно. Безмятежная картинка какая здесь, правда? Видно, что героиня не волнуется, и она знает, что этот выбор ее не торопит. Что бы она ни выбрала, жизнь ее в любом случае будет хороша, какой была, собственно, и прежде. То есть достаточно равнодушный, ответственный, неторопливый выбор перед вами. Пока идея неотвратимости этой дороги нету. Что уже сделано или что заставило вас задуматься о переезде или о поездке? Меркантильные интересы, денежные, рабочие, профессиональные, творческие, какие угодно. Хочется вам возможностей простых, понятных, земных. Вот несмотря на то, что я эту колоду рекомендовала людям, наверное, скорее водным и вообще тем, которые не любят делать резких движений, карты выдают очень-очень рациональный подход, тем не менее, к поездке. То есть за какой-то пользой решили ехать. Но, тем не менее, карта фигурная, поэтому так или иначе плотная тень другого человека, который вас уговорил, пригласил или подал идею просто, она здесь стоит, она здесь присутствует. Что вы теряете в случае, если едете, что остается под ногами у вас? Терять вам, безусловно, есть что. Безусловно, есть что. Вот несмотря на то, что, как будто бы вы расстаетесь с конфликтами и со всякими спорными, проблемными историями, конфликт внутри себя, конфликт с людьми, в то же время вы оставляете все-таки какие-то возможности достаточно очевидные, может быть, нематериальные, но здесь нет привязанностей, здесь нет любви, здесь, в общем-то, нет даже каких-то людей, с которыми вам жалко расставаться. Но, может быть, вот именно эти возможности для приложения себя вас сейчас и смущают, и не дают вам вот двинуться, тронуться с места. Вы как бы на чаше весов оцениваете дорогу, бонусы и потери. И правильно делаете, потому что пока оно того стоит, одно другого стоит. То есть начало вашего путешествия будет хорошим, только если вы заручитесь поддержкой по-настоящему близких людей. По-настоящему близких людей. Это люди, которые точно вас любят и не может быть по-другому. Знаете, это родственники, это давние какие-то друзья, может быть, друзья детства. Поддержка может быть не слишком крупная, но такая достаточная и необходимая в начале вот этого непростого пути вам обеспечено. Карта башня, главная карта разрушений в колоде Таро, очень скоро, к сожалению, появляется. Боюсь, я должна констатировать, вот по крайней мере на этом уровне, что путь, дорога эта пока для вас достаточно закрытая. Здесь нет дороги как таковой, здесь нет уже состоявшегося выбора, который бы сделали вы или звезды относительно вас. Здесь нет, здесь понятное только одно. Ваш совершенно понятный какой-то утилитарный, хозяйственный, денежный интерес, который вами движет. Все остальное запутанно и проблематично. Я боюсь, что даже вот этой вот дружеской, искренней поддержки или родственной не хватит для того, чтобы вытянуть эту историю, не хватит для того, чтобы сделать эту историю по-настоящему легкой, гладкой, какой-то радостной, потому что вам придется очень со многим распрощаться. Причем практически в самом начале этого мероприятия, в самом начале этого переезда. Иногда башня же это все-таки строение, и иногда эта карта описывает дом, на который вы, например, рассчитывали место жительства, и которое не состоялось.
Это может быть необходимость срочно продавать дом, квартиру по не самой выгодной цене. Это могут быть внезапно и очень драматично прерванные отношения с родственниками или друзьями. В общем, планы рушатся и там, и тут, а вам остается только выбираться из-под обломков, уносить ноги. И тем не менее я продолжаю гадание, потому что для самых стойких не все сдаются под первые залпы, правда же? Есть же у нас еще и люди, способные на оборону Брестской крепости. Все-таки, если вы будете продолжать, если после вот таких вот потрясений и неутешительных выводов вы пойдете вперед, то дождетесь вы своей гармонии, получите свое место в жизни, то есть вы вот достигнете своей какой-то вот точки нового, будет новый дом, будут новые друзья, будут новые знакомства и любимые, но только вам придется действовать в условиях открытой, честной, но очень сильной конкуренции. Вам придется где-то полагаться на судьбу, в очередной раз делать выбор, и вот тот второй выбор, который позже будет значительно более ответственным для вас. Очень переменный успех, очень много препятствий, и в то же время сделать это надо, по крайней мере, отказываться от этого плана с поездкой точно не стоит, потому что, знаете, иногда вот такая гармония, которую мы имеем с миром и с собой, достигается не иначе, как только вот выходом из той самой зоны комфорта. Спасибо.